как тебе? Всем привет! В этом видео хочу рассказать о нашей поездке в Порт Галип. Это видео будет интересно тем, кто отдыхает в районе Марсалама. И во многих видео ну, многие люди советуют поехать в Порт Галип, прогуляться и говорят, что там очень красиво. Как у нас это все вышло, эта поездка, расскажу вам. Ну, в общем, как я и говорила в своих предыдущих видео, э, при отдыхе в Марсалам есть такой крупный минус, то, что там, в принципе, в отелях некуда выйти, потому что кругом пустыня, и ну, вот просто выйти куда-то погулять, ну, никуда не выйдешь там. Только надо брать такси и куда-то уезжать там на довольно-таки продолжительное расстояние, чтобы где-то прогуляться. Значит, ну, первый, второй день так проходит, ты ничего не понимаешь. Вот у нас как бы была такая задумка вот съездить в Порт-Галип и съездить в Луксор. Ну, в общем, из того, что мы узнали там от гидов, от каких-то отдыхающих, значит, возможность только выехать в Порт-Галип была, наняв такси. И это. А в Луксор только получилось так, у кого я не узнавала, там, и через интернет писала, ну, в различные компании. Везде была заоблачная цена на Луксор. Ну, в общем, торговались мы с нашим гидом от Анекс Тура и договорились с ним купить Луксор за 70 евро с человека. Дешевле, ну, вот вообще вариантов никаких не было. И, значит, это, ну, вот сказали ему, что хотим поехать в Порт Галип еще. Ну, и гид, значит, посоветовал нам. Там еще, ну, их два этих гида, ну, говорит, вот у мальчика типа есть машина, может, он вас свозит. А потом оказалось, что он занят, он там вечером в другом отеле. Ну, и это самое. Все-таки вот эти гиды от Аннекс Тура, они нам вызвали такси. Получается, это такси стоило $10 с человека. И вот перед нашей поездкой в Луксор, вот, получается, вот предыдущий день мы съездили в этот Порт Галип. Ну, получилось, три девочки там знакомые, ну, как мы с ними познакомились там на отдыхе. В общем, им надо, чтобы была заполнена машина. Там еще как бы сидит один, ну, типа он тоже там туры продает, но у него почему-то дороже даже, чем у Анекса. Ему надо, чтобы всегда собралась большая группа людей. Если собирается группа небольшая, в общем, невыгодно ехать. И получилось, он говорит, я могу вам арендовать там микроавтобус, тогда будет дешевле, а нас вот не хватало человека, поэтому от него у нас не получилось. Вот получилось, что от Анекса эти гиды нам заказали такси по $10 с человека, вот три девочки со мной и я. И мы вечером поехали. Какая была цель? Ну, так как я уже поняла, что тут что-то вот купить где-то в районе нашего отеля ничего не получится, надо куда-то выезжать. Ну вот в основном что хотят привезти из вообще из поездки в Египет? В основном многие хотят купить лекарства, так как говорят, что ну там лекарства все качественные, там некоторые хотят купить манго. Ну, я еще хотела с этого с Порта Галиба посмотреть экскурсии. Говорят, что там тоже экскурсионные есть как бы агентства такие, можно зайти там спросить. Ну, в общем, договорились мы с этим таксистом, ну, сказали, что он приедет там в 4 часа дня. Все, мы с девчонками вышли, сели в это такси. Ну, хорошая такая новая машина современная приехала за нами. Водитель, естественно, не знает русского, английский я тоже так поняла он. Ну, и мы в английском не сильно, тоже так изъяснялись с ним через телефон там. И это, он нас толком не понимал, и, ну и мы его тем более. В общем, через телефон мы ему записали, что чтобы он нас ждал в 18:45, мы договорились.
За эти дни отдыха так и я и не видела, как выглядит наш отель, ну, как бы с внешней стороны. Потому что, когда мы приехали в отель, был вечер, как бы толком не рассмотрели, все быстренько, чтобы заселиться в номер. Вот так выглядит вход в отель. Сейчас ждем такси и будем ехать в Порт-Галип. Чтобы выехать из отеля, надо еще заполнить бумажку. Там на выезде стоят охранники. Там надо указать, из какого вы номера, куда вы едете, когда вы вернетесь. В общем, все очень серьезно. Вот так выглядят окрестности за отелем. Получается, взору открывается пустыня. Небольшие такие пригорочки. Вот, все равно пейзаж интересный. Я всегда люблю куда-то выехать и вообще посмотреть на окрестности. Очень интересно. Как нам и сказали, ехать в Порт-Галип где-то минут 20 от нашего отеля. В принципе, на легковой машине дорога пустая, как бы такая, ну, быстро доезжаешь, не замечаешь этого вообще расстояния. Ну и как раз едем, а оно получается уже вот так закат. Ну и, естественно, девчонки хотели пофотографироваться, там, поснимать. А мы смотрим, что уже, ну, как бы солнце садится. И это вот, надо успеть на набережную. Просто на набережной там красивее всего. Ну и получается, мы ему говорим, что мы хотим как бы в аптеку съездить. И, ну, вот на набережную он там спрашивает нас, ну, мы ему объясняем, как можем, короче говоря. Ну и смотрим, а он нас везет от набережной, мы как бы уже увидели эти корабли, везет в какой-то район вообще такой, там где такие стоят типа пятиэтажки, такие магазинчики какие-то, ну, в общем, ну, такие не очень. И завозит нас там в аптеку. Мы ему как бы объясняем, что мы потом бы как бы хотели в аптеку, когда уже там стемнеет, как бы. Ну, он нам говорит, что типа на набережной аптеки нету, манго нету, в общем, ничего там нету, объясняет нам. Но мы же там ни разу не были, ничего не знаем. Зашли, ну, там в аптеку кое-что я купила, девчонки там манго взяли, там что-то, клубника еще продавалась. Ну, короче, мы быстренько как бы в этом райончике скупились и говорим, ну, давайте мы все оставим в машине, чтобы типа не таскаться с этим, и пройдемся, прогуляемся, и вы нас заберете. Ну, хорошо, так договорились.
аптека. Ist аптека, мадам? Привез он к нас, короче, на набережную, уже так солнце практически село, мы там по-быстрому кое-что поснимали, там пофотографировались, а все. Ну и идем, мы же там первый раз, как бы не знаем никуда идти. В общем, район, могу сказать, красивый такой, там все такое сделано в стиле Венеции. Как бы прикольно там, конечно, побывать, и желательно приезжать пораньше, не так, как мы. Если вы уже берете такси, то лучше берите, я не знаю, если не сильно жаркий день, то часиков 2 дня, наверное, ну, чтобы чуть-чуть больше времени было, потому что как бы солнце садится, и, ну, уже, ну, как бы вечером там хорошо, там можно в кафешках посидеть на набережной, ну, вот кому что. Приехали в Порт-Галип, сразу нас завезли, где аптека такая, я не знаю, наверное, очень дорогая. Сказали, тут на набережной нету, но тоже есть. Потом сейчас чуть-чуть стемнеет, потому что у нас немного времени. И там уже тогда пойдем цены посмотрим. Вообще место неплохое, интересное такое. Не знаю, потом скажу, стоит сюда ехать или нет. Яхты здесь стоят. Сейчас покажу. Так как типа маленькая Венеция. Мостики. Мы здесь не будем. А вот и набережная. Вот так можно прям идти. Тут можно очень, конечно, тут прикольно. Стоит все-таки приехать. Такси, конечно, на человека $10, но стоит того. Не знаю, что это за яхты, чьи они, но очень вечером красиво, когда закат, море таким сиреневым цветом отливается. Такая обстановка, вот какая-то европейская, можно так сказать, вот Египет, смесь с Европой, потому что пальмы и, может быть, чем-то похоже, ну, не знаю, Венеция я не была, конечно, вот эти канальчики больше похожи на Венецию, а вот эта часть, наверное, больше похожа как на Испанию, что-то такое. Мило смотрятся все эти кафешечки, которые рядом. Ну и, конечно, яхты, я не знаю, это может экскурсионные какие-то яхты, может быть личные чьи-то, не могу сказать. Но прогуляться, конечно, тут очень прикольно. Всю набережную можно пройти приблизительно за полчаса неспешным шагом. Также там как бы в конце набережной мы увидели отели, по-моему, их 3 в Порте-Галибе. Так что если у кого-то там в предложениях будет Порт-Галиб, вот знайте, что вы попадете в такое место. Ну, тут вот хотя бы из отеля можно будет куда-то выйти прогуляться. А также выйти на рыночек или в какой-то магазин, можно что-то купить. В общем, тут как-то больше возможностей.
Ну, вон туда еще можно пройтись, прогуляться. Добрый вечер. В общем, хочу сказать вот об этом месте, что там вообще можно купить. И вообще, что там находится. Ну, в общем, мы как бы не были во всех местах, но вот такое самое основное, там набережная. Идешь просто вот как бы набережная аллея такая, рядышком расположены всякие магазинчики и кафешки. И еще как бы там чуть-чуть вглубь заходишь, там есть рынок. Ну, в общем, на рынке там неплохие цены. Там очень много сувенирных магазинов. Девчонки нам купили там магнитики всякие. По доллару, по-моему, магниты там. Потом можно посидеть, покурить кальян в этих кафешках. Ну, естественно, можно заказать любую еду, там рыбу, морепродукты. Заметила, что там есть отели также в этом порте Галибе. Ну, и, естественно, на набережной стоят красивые яхты. Ну, вот и все такие как бы достопримечательности, просто погулять не спеша, по рыночку по этому походить, если у кого-то есть цель там что-то купить из вещей. И плюс еще там много всяких магазинчиков, ну типа как фирменные какие товары, не знаю, это фирма или это какие-то подделки там китайские. Ну, такое кроссовки, футболки, ну вот такие товары продают. И, в общем, и аптек там полно, и там полно еще этих, как бы, ну, где фрукты продаются, этих магазинов тоже с манго, там совсем. Там и супермаркеты как бы такие мини есть. В общем, этот таксист, он нас обманул. Он нас привез в ту аптеку, там в тот магазинчик, видно, там он имеет какой-то процент, не знаю. А так, на самом деле, там всего полно, вот именно на этой набережной, как бы он говорил, что там ничего нету, но там всего полно. Поэтому и цена в аптеке, как бы, значит, перед нами там покупала какая-то пара из Украины лекарства, они набрали на $300. Поэтому и им скидку еще сделали 10%. Ну, как бы, если там люди берут, пусть это даже там, может, не аптека фиксированных цен, но, наверное, там все-таки нормальные цены, раз там люди покупают на такие суммы лекарства. И, в общем, погуляли мы там, посидели в кафешке, покурили кальян. Кальян не очень был, не знаю, может, нам так попалось. И... приехать, тут можно скупиться, надо торговаться, конечно, со всеми. Аптеки здесь есть, плавательное всякое можно купить, покурить кальян, кафешки всякие. И это вот пришли же к нашему месту встречи, где должен нас был забрать таксист. Стоим 5 минут, стоим 10 минут, а таксиста нету. А у нас нету ни его номера телефона, ничего. И мы в таком шоке, ну, уже темно, как бы уже было 7, там, мы договорились на без 27, смотрим 7, начало 8, а его нету. Мы вообще с девчонками в таком шоке, думаю, ну, что делать? Позвонили в отель. В отеле никто не берет трубку.
стоим, ну, в общем, в таком шоке, что нам придется еще тут ночевать, блин, в этом порту Галибе. Мы не попадем в отель, или нам надо другое уже такси как-то заказывать. Ну, в общем, мы стояли перепуганные такие, когда где-то к 7:30 он приехал. Мы там на него накинулись, где ты там, типа, ездишь, это самое. Ну, в общем, надо такой совет, если вы вот так оставляете своего таксиста, брать его номер телефона и еще лучше сфотографировать номер машины, чтобы хотя бы была какая-то зацепка, кто вас привез сюда и кто вас заберет отсюда. Ну, в общем, вот с такими приключениями мы съездили в этот Порт-Галип. Ну, в принципе, не пожалели, но вот получились вот такие приключения. Поэтому, может быть, мои вот рассказы и вот эти советы кому-то помогут. Ну, что могу сказать? Конечно, съездить туда стоит, потому что, ну, сидя в отеле, ты даже не увидишь вот эту пустыню, которая, ну, как бы, когда ты на дороге едешь, это все проезжаешь. В общем, какие-то места, округу, которую, сидя в отеле, ты по-любому не увидишь. И сам Порт-Глип, он такой прикольный, расстраивается, он еще будет развиваться, я думаю. Такое, ну, хорошее место, как бы можно туда съездить, у кого есть желание. Вот такая информация для вас. Надеюсь, вам понравилось мое видео. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, я буду очень рада. Всем пока!